Сегодня мы поговорим о том, как выйти из неудачных IPO, SPO и вообще убыточных вложений в акции. Обсудим пути снижения убытков или превращения их в прибыль. Для инвестора убыток по акции, который длится около года, при благоприятных условиях на рынке является сигналом к тому, что необходимо принимать решения о дальнейших действиях по снижению убытков. Если вы видите, что стратегия «купи и держи» ведет вас к отрицательному результату, вам необходимо корректировать стратегию. Однако зачастую есть случаи, когда инвестор оставляет все на самотек, и убыток по определенной акции увеличивается настолько, что продать ее означает практически потерять свои вложения. Итак, что делать, если вы оказались обладателем акций, по которым стабильный и увеличивающийся убыток в течение длительного времени? Можно ли выйти из такой ситуации с наименьшими потерями или даже с прибылью? Да, можно. Для начала нужно провести анализ и определить, какие условия сейчас на рынке. Рост, падение или стагнация. Во-вторых, сравнить график вашей убыточной акции с графиками отраслевого индекса, к которой акция относится, и индексом рынка в целом за последние 3 года. Третье. Установить качество компании по уровню кредитного рейтинга. Для российских эмитентов лучше пользоваться данными аналитического кредитного рейтингового агентства, сокращенно АКРА, а для эмитентов США и других стран таким аналитическим агентством, как S&P. Ссылки на сайты этих агентств вы найдете в описании. Хорошо, если у компании кредитный рейтинг на уровне инвестиционного, а не спекулятивного. Однако, если у компании рейтинг ниже инвестиционного или вообще отсутствует, это плохой знак. Собрав эти данные, мы исключим ситуацию, когда на рынке обвал и падают все акции. Мы исходим из того, что большинство акций по отрасли, к которой относится ваша, и по рынку в целом растут, а именно ваша снижается или по ней убыток именно у вас, так как вы купили ее по максимальной цене. В таком случае у нас получится две ситуации. Первая. Убыточная акция компании со спекулятивным кредитным рейтингом или отсутствием рейтинга вообще. То есть, когда компания сомнительная и акция у нее плохая. И второй случай, когда у нас убыточная акция устойчивой компании с инвестиционным кредитным рейтингом. То есть ситуация, когда компания хорошая, а акция у нее плохая. Рассматривая первый случай, когда у компании низкий кредитный рейтинг или отсутствует вообще, а акция убыточна в течение 3 лет, при этом отраслевой индекс и индекс общего рынка растут, в этом случае принято продавать эти акции с убытком, не дожидаясь очередного кризиса и обвала на рынке, когда есть риск того, что вам придется продать их еще по более низкой цене. В этой ситуации нужно как можно быстрее возвратить деньги. Не обманывайте себя тем, что сможете избежать потерь. Периодически возникающие убытки – это правила игры на этом рынке. Что касается второго случая, когда компания хорошая, а акция плохая. Есть несколько вариантов выхода. Рассмотрим их на примере акций банка ВТБ. Все, о чем я буду говорить дальше, можно отнести и применить ко всем акциям устойчивых компаний, по которым у вас лично сохраняется длительный убыток. Те, кто участвовал в народном IPO банка ВТБ, знают, что цена их акций так и не поднялась до уровня первичного размещения с 2007 года. А трижды проведенная допимиссия еще больше размыла доли первых и последующих акционеров, уменьшив их капитал на сегодняшний день в среднем в 3,5 раза. Многие продали акции с убытком в течение первого года, а те, кто остался держателем, давно уже потеряли надежду вернуть свои деньги. Однако проведенное мной исследование показало, что если бы акционеры, участвующие в IPO банка ВТБ, с самого начала действовали по определенной стратегии, они бы еще в конце 2010-го, начале 2011 года могли бы получить прибыль от 30 до 77% за 3-3,5 года без учета дивидендов. Поэтому есть вероятность, что не все еще потеряно и можно вернуть свой капитал даже с некоторой прибылью. Главное – запастись терпением и решимостью действовать согласно плану. Стратегия «купи и держи» в данном случае не работает и даже вредна. Нужны активные действия по извлечению своих денег из убыточных акций. Итак, чтобы понять, что мы могли бы сделать, но не сделали, и что можно сделать сейчас – нужно вернуться в 2007 год, когда вы приобрели акции по цене 13,60 копеек за штуку или 1360 рублей за лот, в котором 10 тысяч акций. Даже если бы вы купили их еще дороже по максимальной цене в первый день торгов, то вы все равно смогли бы получить такую же прибыль. Как? Давайте разберемся, в чем заключается стратегия.
Допустим, вы приобрели 100 тысяч акций на IPO, это 13 600 рублей. Спустя 3 месяца вы докупили еще такое же количество акций уже на сумму 13 670 рублей и делали эти регулярные покупки одинакового количества акций каждые 3 месяца. В итоге, когда акции практически достигли своего дна к январю 2009 года, у вас средняя цена покупки за акцию составляла бы уже не 13, а 9 копеек. Следуя этой стратегии и продолжая докупать одинаковое количество акций каждые 3 месяца, у вас к концу 2010 года, когда пошел рост на рынке, средняя цена акции уже составляла бы почти 8 копеек. При том, что цена их на бирже была уже около 9 копеек. А с октября 2010 года по февраль 2011 средняя цена акций на бирже достигла уже 10 с лишним копеек. Таким образом, прекратив покупку акций, как только цена их на бирже превысила среднюю цену акций в вашем портфеле, у вас было 5 месяцев, чтобы продать их с прибылью, которая составила бы около 30%. Почти такую же прибыль можно было получить с меньшими вложениями, если бы вы также докупали одинаковое количество акций, но не каждые 3 месяца, а каждые полгода. Тогда вы вложили бы наполовину меньше денег, а прибыль составила бы около 28%. Еще большую прибыль можно было получить, если докупать акции на одинаковую сумму денег каждые 3 месяца или каждые полгода. В этом случае прибыль бы составила 77% при вложении каждые 3 месяца и 65% каждые полгода. Разница в прибыли небольшая, а вот сумма вложения значительно отличается. При ежеквартальных покупках акций вам потребовалось бы также в 2 раза больше денег, чем если покупать их каждые полгода. Поэтому по прибыльности и по сумме вложений преимущество покупки акций раз в полгода на одинаковую сумму денег для усреднения цены покупки неоспоримо. Эта стратегия отлично работает для снижающихся акций, если вначале вы вложили небольшую сумму. Что же делать тем, кто сразу вложил крупную сумму денег, спросите вы? Не может же этот человек каждые 3 месяца или полгода докупать такое же большое количество акций или на такую же большую сумму. Никаких денег не хватит, чтобы усредняться в течение нескольких лет. Тем более, какую силу воли надо иметь, чтобы продолжать и продолжать вкладываться в падающую акцию ради призрачной надежды на прибыль. Это не под силу даже очень опытному инвестору. Однако и для этой категории инвесторов есть выход из этой, казалось бы, безнадежной ситуации. Если вы вложили в акцию сразу крупную сумму денег в расчете на то, что она вырастет, а она начала падать, в этом случае вы должны выделить на дополнительные инвестиции еще определенную сумму. Не обязательно в том же размере, как ваши первоначальные вложения. Она может быть на треть меньше. Эту сумму необходимо разделить на 2-3 части по 20, 30 и 50%. По мере того, как цена ваших акций будет падать, вы будете докупать их сначала на меньшую сумму, если продолжится падение на большую, а если акция упадет еще больше, то докупите ее на самую большую сумму. Обычно 2-3 дополнительных вложений хватает, чтобы усреднить цену покупки акций и выйти на прибыль, когда начнется ее рост. Давайте рассмотрим эту стратегию опять на примере акций банка ВТБ. Допустим, вы приобрели на IPO акции на 136 тысяч рублей. Наблюдая за котировками, вы увидели, что цена ее значительно снизилась на 20%. В этом случае вам необходимо было выделить на дополнительные вложения еще сумму, например, около 100 тысяч, и разделить ее на 3 части. Таким образом, каждый раз, как цена акций снижалась на 20%, вам надо было докупать их еще на 20 тысяч, 30 тысяч и 50 тысяч рублей. То есть, снизилась на 20%, докупили на 20 тысяч рублей. Снизилась еще на 20%, докупили уже на 30 тысяч. Снизилась еще на 20%, докупили на 50 тысяч рублей. Да, никто не знал, что она упадет больше, чем на 80%. Но даже если бы вы не докупили ее на самом дне, вы все равно вышли бы в прибыль 9%, когда она отросла. А если все-таки допустить, что вы ее докупили, когда она снизилась еще на 20%, например, на 30 тысяч рублей, то ваша прибыль составила бы уже 50%. Такие дополнительные вложения при падении цены акций позволяют вам снизить их стоимость в вашем портфеле до такого уровня, когда даже в случае небольшого подъема цены акций на бирже, что обязательно случается после падения, вы сможете продать их с прибылью. И это могло быть еще в конце 2010-го, начале 2011 года. Однако, как говорится, если бы да кабы.
Момент упущен, и сейчас цена акций ВТБ достигла неимоверно низкого значения по сравнению с первичным размещением. Можно ли сделать что-то сейчас? Да, можно. Сейчас необходимо собрать сумму для дополнительных вложений, дождаться общего падения на фондовом рынке, которое, кстати, не за горами, и докупать акции на падение, начиная с меньшей суммы, докупая на все большую сумму при большем снижении ее цены. За падением всегда следует рост, поэтому есть высокая вероятность, что те люди, которые купили акции ВТБ на IPO или позже и все это время терпят убытки, все-таки смогут их компенсировать или даже продать их наконец-то с прибылью. Возможно, это будет не та прибыль, на которую они когда-то рассчитывали, но это все равно лучше, чем многолетние убытки. Вместе с тем, учитывая, что ВТБ несколько раз проводил дополнительную эмиссию акций, есть вероятность, что такая практика продолжится. А перед эмиссией всегда проводится пиар-компания, которая подогревает интерес публики к акции, создает ажиотаж и поднимает ее цену. Поэтому, воспользовавшись падением, чтобы снизить стоимость акций в вашем портфеле, и затем подъемом после обвала на рынке и, возможно, подготовкой дополнительной эмиссии, вы в 2 хода сможете решить свою проблему. Да, я понимаю, что за все время у тех, кто держит подобные акции и видит постоянный убыток, сформировалось негативное отношение к ним. И сама мысль о том, что нужно докупить их еще, вызывает бурный внутренний протест. Но все-таки вы должны понять, что другого способа выйти из убыточных акций хоть с какой-нибудь компенсацией убытков или даже с прибылью не существует. В любом случае, выбор за вами. Еще раз. Прямо слеза прошибает. Еще раз. Поехал текст. Жалко мне, жалко. Бедные. А я желаю вам успехов. На сегодня все. Пока.